Цунами — это одно из наиболее разрушительных природных явлений, возникающее в результате мощных подводных землетрясений. Это стихийное бедствие, характеризующееся волнами, которые способны поднять большие массы воды, поразительно демонстрирует мощь природы. Его могущество таково, что оно не только разрушает устойчивую инфраструктуру, но также может унести целые города в безбрежный океан, оставляя за собой лишь разоренные земли и воспоминания о жизни, которая когда-то наполняла эти места. В этой статье мы расскажем о сущности цунами, его причинах и масштабах разрушений, а также о необычных артефактах, выброшенных на берег в результате его действия, которые свидетельствуют о столкновении человека с величественной мощью природы. Цунами возникает после подводных землетрясений и характеризуется гигантскими волнами, которые могут достигать высоты более 30 метров. Эти волны представляют собой результат внезапного перемещения больших объемов воды, что происходит, когда тектонические плиты движутся и вызывают мощные колебания в морском дне. Согласно данным, полученным 11 марта 2011 года, самое крупное цунами в истории Японии было связано с землетрясением магнитудой более 9 баллов. Оно унесло жизни более 19 тысяч человек и стало самым катастрофическим событием в истории страны, оставив за собой разрушенные города и стертые с лица земли целые поселения. Тем самым данное природное явление иллюстрирует, как неудержимая сила природы может изменить лицо целой нации и оставить долгий след в ее сознании. Когда происходит подводное землетрясение, тектонические плиты смешиваются, и вода над ними резко поднимается, создавая огромные волны. Обычно эти волны могут двигаться со скоростью до 700 км/ч в открытом океане. Однако, приближаясь к берегу, их скорость замедляется до 80 км/ч. Тем не менее, при этом их высота увеличивается, что делает их особенно опасными для населения и строений, расположенных вблизи водоемов. Разрушительная сила этих волн такова, что они способны сметать на своем пути не только дома, но и людей, оставляя множество жертв. Понимание механизмов, стоящих за возникновением цунами, имеет важное значение для разработки систем предупреждения и минимизации ущерба от таких катастроф в будущем. После цунами необычные находки на берегу цунами не только разрушает, но и оставляет после себя ряд необычных и неожиданных находок. Эти объекты могут рассказать о последствиях, с которыми сталкиваются люди после катастроф, и задать вопросы о нашем взаимодействии с природой. В этой части статьи мы рассмотрим несколько примеров таких находок, которые поразили воображение и стали символами как разрушения, так и нового начала, демонстрируя, как жизнь может извлечь уроки даже из самых трагичных событий. Док из Японии. Летом 2012 года на пляже в Портленде, штат Орегон, был найден 20-метровый док весом 165 тонн, который приплыл из Японии после землетрясения и последующего цунами 2011 года. Этот док, сметенный стихией и отброшенный в открытое море, дрейфовал по Тихому океану около 15 месяцев, прежде чем добрался до американского побережья. Его прибытие стало символом того, как могущество природы могут оказывать влияние на глобальном уровне, соединяя страны и культуру даже через тысячи километров. Этот случай напоминает нам, что, несмотря на разделение, вызванное океаном, мир, в котором мы живем, тесно связан, и последствия одного события могут ощущаться далеко за его границами. Рыбацкая лодка из Японии. Другим ярким примером необычной находки стала японская рыбацкая лодка, которая была обнаружена у побережья Калифорнии в 2013 году. Эта лодка принадлежала средней школе Таката
и была унесена в результате цунами в 2011 году. Она стала ярким и практически осязаемым напоминанием о человеческом страдании и потере, которые привносят такие катастрофы. После восстановления школы лодка была возвращена в Японию, рассчитанная вновь занять свое место в контексте культурного наследия страны и служить живым свидетельством стойкости и устойчивости человеческого духа, даже находясь в условиях таких разрушительных испытаний. Рыбы-сельдяные короли. В 2019 году японские рыбаки начали находить в своих сетях крупных рыб, известных как сельдяные короли. Эти уникальные существа стали символом предсказания землетрясений и цунами. Местные жители верят, что появление этих рыб связано с предстоящими катастрофами, что подчеркивает пересечение между природой и человеческими страхами. Феномен, связанный с сельдяными королями, стал интересным объектом изучения для ученых, стремящихся понять, как природа сигнализирует о грядущих изменениях, оставляя важные вопросы о нашей способности прислушиваться к ее сигналам. Священное сооружение Тори. В 2013 году вдоль береговой линии Орегона была неожиданно обнаружена часть японского священного сооружения Тори. Это сооружение, символизирующее вход в священное пространство, было разрушено мощными волнами цунами, и его находка стала важным напоминанием о разрушительной силе природы, оставившей свой след на разных континентах. Эта деталь представляет собой не только физический объект, но и культурный трактат о связи между сообществами, о том, как природные катастрофы влияют на традиции и веру людей, позволяя им переосмыслить свое место и роль в этом мире. Цунами в Индонезии и его последствия. Ужасные последствия цунами были ощутимы не только в Японии. В 2018 году Индонезия столкнулась с мощным цунами, унесшим жизни около 1500 человек. Более 200 тысяч остались без крова, а волна сбила с ног индонезийский корабль, который врезался в берег, но, к счастью, никто не пострадал. Эти трагические события показывают, как сильно и жестоко природа может изменить нормальную жизнь людей, оставляя болевые шрамы на их душах и в памяти. Не только материальные разрушения, но и психологические травмы, которые переживают люди, вызваны переживаниями, связанные с потерей близких и их домом, а также всей привычной средой. Разрушительная сила цунами распространяется далеко за пределы самого происшествия и продолжает оказывать влияние на жизнь сообществ, которые долгое время могут страдать от его последствий. Это подчеркивают данные о находках предметов, унесенных стихией, которые были обнаружены у берегов других стран, напоминая о том, что природа не знает границ. Уничтожение и возвращение цунами создает волну не только физического разрушения, но и эмоционального потрясения, оказывая воздействие на глубокую человеческую психику. Одна из записей о находках, которая шокировала множество людей, была сделана Питером Марком. Он нашел прицеп с мотоциклом Harley Davidson, зарегистрированным в префектуре Мияги. К сожалению, владелец мотоцикла до сих пор числится пропавшим без вести, что примеряет к реальности потерь многих других людей, затронутых катастрофами. Каждая находка становится свидетельством человеческой судьбы, и в этом свете даже осколки потерянного могут получить новый смысл и значение. Чудо уцелевших мечетей. Местные верующие в Индонезии связывают чудо уцелевших мечетей с божественным вмешательством. Например, мечеть Рахматулла, которая осталась неповрежденной среди общей руины, привлекла к себе внимание. Многие видят это как проявление свыше, что их вера и надежда стали причиной сохранения этого священного места. В то же время скептики утверждают, что прочная конструкция и старинные материалы, которые использовались в строительстве, сыграли ключевую роль в ее выживании
и что даже сила природы может быть обуздана разумом и мастерством человека. Эти вопросы остаются открытыми и поднимают дискуссию о взаимодействии между верой и наукой в нашем понимании окружающего мира. Странное существо на острове Хансю. После цунами на острове Хансю было найдено странное существо, которое сначала напоминало валун. Вокруг его появления разгорелись споры и теории. Одни считали, что это инопланетянин, другие же, после исследовательских работ, выяснили, что это кит, раздутый после смерти. Научная проверка вскоре подтвердила вторую версию, но случай вызвал широкий интерес и обсуждение о том, что именно море может выбросить на берег. Этот пример иллюстрирует, как интерес к природе и ее явлениям может вызвать широкий общественный резонанс, подчеркивая нужду в изучении и внимательном отношении к тому, что нас окружает. Поиск мертвых морских животных. В 2018 году в Кенте сочетание сильных ветров и снегопадов также привело к печальным последствиям. Побережье покрылось мертвыми морскими звездами и другими существами. Активистка Лара Майклс организовала фотосессию, после чего выживших животных вернула в их естественную среду обитания. Этот случай подчеркивает важность человеческого вмешательства и милосердия в сотрудничестве с природой, показывая, что каждое действие, направленное на восстановление, может иметь значение. Эти моменты заставляют нас помнить, что мы являемся частью экосистемы, и каждый наш шаг имеет потенциал для улучшения или ухудшения функций природы. Мусор и памятники на Гавайях. На Гавайях также отразились последствия цунами. Множество японских предметов, выброшенных на их берега, стали напоминанием о трагедии. Один из таких предметов — деревянный столб с надписью на японском языке, который был отправлен обратно в Японию и установлен в центре деревни. Этот шаг стал символом единства, восстановления и уважения к культурному наследию, пострадавшему от стихийных бедствий. Будучи похожим на мост между двумя культурами, эта находка показывает, как даже в самые трудные времена возможно найти общее на основе взаимопонимания и сотрудничества, что подтверждает, что природа иногда может действовать как катализатор для объединения и солидарности. Древнеримские руины в Тунисе. Интересно, что цунами и сильные шторма могут привести к неожиданным археологическим находкам. В 2021 году в Тунисе после шторма были обнаружены руины древнеримского здания, которое было частью когда-то значимого города. Исторические записи свидетельствуют о том, что этот город был разрушен землетрясением в 365 году нашей эры, и археологические исследования, начавшиеся в 2010 году, нашли свои плоды в результате разрушающих сил природы. Это открытие не только воссоздало часть истории, о которой мало знали, но и обратило внимание на необходимость сохранения и защиты исторического наследия, чтобы такие события могли стать частью нашего знания о прошлом, а не только печальными воспоминаниями о разрушениях. Пушечные ядра времен Гражданской войны. Среди находок были и пушечные ядра, обнаруженные на пляже в Южной Каролине. Они действительно оказались боеприпасами, и такое открытие позже подтвердила полиция, добавив новый слой смысла к этому событию. Гибель морских обитателей в результате катастрофы становится частью нашего прошлого и памяти тех времен, когда Земля боролась за свое существование. На основе таких открытий мы можем увидеть, как история, даже в самом грубом ее проявлении, может влиять на наше настоящее и будущее. Цунами — это не только разрушительная сила, изменяющая ландшафт и судьбы людей, но и важный урок, который мы должны усвоить о нашей уязвимости перед силами природы. Каждая находка на берегу, каждое подтверждение человеческой судьбы, которое мы видим в руинах, напоминает нам о том, что жизнь продолжается даже после катастроф.
Мы должны помнить о необходимости использования технологий и развития систем предупреждения, чтобы предотвратить исчезновение культурного наследия и сохранить дух единства среди народов, оказавшихся под ударом стихийных бедствий. Очевидно, что мощь цунами и его последствия — это не только урок о разрушении, но и шанс на восстановление и новое начало. Человечество всегда сталкивалось с природными катастрофами, и в процессе поиска ответов и компенсирования утрат мы должны стремиться к более глубокому пониманию этих сил, чтобы подготовиться к будущему. Несмотря на трагедии, которые усеяли наш путь, важно помнить, жизнь не заканчивается с одним ударом стихии. Она продолжается, открывая новые горизонты для исследования и понимания того, что, несмотря на все испытания, мы все еще можем найти пути для роста и взаимопомощи, создавая общность, способную справляться с любой бурей, которая может уготовить нам природа.